Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Наконец-то я добралась до футболок. Я хочу сшить легкое летнее одеяло. И вот у меня такая стопка футболок. Футболки трикотажа очень хорошего качества здесь. Вот эти олимпийские футболки с принтом, из которых очень быстро вырос мой внук, совсем мало носились. Возможно, эти принты я тоже использую в одеяле. Такие маечки, может быть, надо будет разбавить. И вот абсолютно новая футболка, какого-то 60 последнего размера. Конечно, ее носить никто такую большую у нас не может и не будет. И мне надо нарезать квадратиков, сильно мельчить я не хочу. Я приготовила вот такой шаблон 15 на 15. И вот из этих футболок я сейчас нарежу квадратики. У меня получилось вот такие 4 стопки нарезанных квадратиков. Синего 2 оттенка. Оттенок не сильно отличается, но различия есть все равно. Желтый и белый. С принтом у меня не получается. Здесь как минимум надо квадратики 20 на 20, 15 на 15. Не вписывается. Но, скорее всего, я это применю в другом проекте. Я разложила квадратики вот таким рисунком. И теперь начну соединять квадратики между собой. Сначала я буду соединять первый, второй столбик, не обрывая нитей, и у нас получится гирлянда из сдвоенных квадратиков. Точно так же я начну дальше соединять третий, четвертый ряд. То есть все ряды у нас будут соединяться попарно. И потом уже сдвоенные ряды я соединю между собой. Я собрала все квадратики каждой из полос первой и второй полосы, начиная с первого квадратика. Первый накладываем на второй, второй на третий. И вот таким образом, таких 2 столбика у нас получилось. И сшивать начинаем с 2 верхних. И дальше продолжаем по очереди сшивать попарно. Я собрала все столбики, и чтобы ничего не спутать, я прикрепила вот такие номерочки. Вот такая очень длинная гирлянда у нас получилась. Теперь смотрите. Вот у нас первая сшитая пара. Я так буду называть это вот первые 2 столбика, которые соединила между собой. Я оставила номерочек здесь, на первом квадратике. Это для того, чтобы не спутать. И вот следующий у нас будет вот эта пара. Вот я сейчас дойду до номера 5 и отсоединю. И вот эту, значит, вторая пара у нас соединяется с первой. Вот таким образом все просто. После того, как я сшила 4 полосы в продольном направлении, я их сейчас буду соединять поперек. И это будет половина нашего изделия. Точно так же я поступлю со второй половиной. Ну, а потом обе половинки я соединю между собой, и у нас получится уже целая заготовка. И вот, девочки, смотрите. Обрезки от футболок я нашила на полоски ткани. И после выравнивания они стали шириной 6 сантиметров.
У меня образовалась вот такая стружка. Я ее, конечно, не буду выбрасывать по обыкновению. Пригодится на пиццу. И еще нарезала также 6 сантиметров такой голубой ткани. И теперь буду оформлять кайму. Вот, девочки, я пришила кайму к нашей центральной заготовке одеяла. Дальше я закрепила на полу нижнюю ткань одеяла. На него положила синтепон. На синтепон положила нашу заготовку. И все 3 слоя по периметру я прошила ножевулькой, закрепив таким образом все детали. И теперь я скалю часто-часто все булавками и буду стягать. Стежку я буду делать по квадратикам. Как я вам уже сказала, стягать я буду по квадратикам, и стягать я буду вручную. И сейчас я покажу, как я это делаю. Левая рука у меня внизу. Вот выход нити. Я делаю маленький шажок назад. Это называется бисерная стежка. И делаю где-то прокол миллиметра 2, наверное, назад. Дальше я провожу иголкой вдоль сэндвича. Внизу у меня палец, и над пальчиком я делаю маленький захват нижней ткани и вывожу иглу. Продолжаю также. Делаю захват. И таким образом снизу у нас также образуются малюсенькие стежочки, стежки между собой на равном расстоянии. Это где-то около 1,5 сантиметров. С опытом у вас уже, да даже вам долго не придется этим заниматься, как у вас уже они автоматически будут, эти стежки, на равном расстоянии. Собственно, процесс этот кажется только долгим. Вы набиваете руку, это идет очень быстро. Изделие, простеганное вручную, оно получается более мягкое, более пушистое. Машинная стежка делает изделие грубоватым и больше подходит для создания покрывал. А вот для одеял, конечно, лучше ручная стежка. Еще хотела сказать, чтобы для создания одеял, если вы начнете тоже, как я, вот из футболок, желательно, чтобы полотно трикотажное было плотным, толстеньким. Здесь вот у меня синее и желтое, они плотненькие, а белая футболка из более тонкого трикотажа, хотя трикотаж качественный. То есть хлипкое волокно, вернее, хлипкое полотно не стоит сюда использовать, потому что труд затрачивается немаленький, ну и хочется, чтобы изделие выглядело достойно. Мне вот нравится, как сейчас выглядит одеяло. Показываю вам изнаночную сторону. Вот такая стежка, такая изнанка у нас получается при ручной стежке. Эти вот ниточки я уберу все. И вот, девочки, такой результат перед вами. Честно говоря, я на такой результат не рассчитывала, а он мне нравится. Одеяло получилось уютное, мягкое, тактильно очень приятное. При изготовлении я воспользовалась квадратиком
15 на 15 шаблоном, без припусков на швы. Нарезала то, что у меня было, не делала никаких математических расчетов. И размер я потом уже добирала, когда создавалась кайма. Размер получился 140 на 200. И мне нравится цветовое решение. Если вам видео понравилось, делитесь с друзьями. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.